Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим с вами о том, что никогда никому нельзя рассказывать, о какой информации нельзя ни с кем делиться, иначе таким образом вы не только разрушите свои мечты и свои желания, но и, возможно, приведете свою жизнь в тупик. Итак, о чем же никогда нельзя рассказывать, чтобы не нарушать поступление энергии? Далее более подробно все в этом видео. Вы знаете, не всегда нас с вами окружают хорошие люди. Многие из них, даже те, кого мы считаем близкими, порой относятся к нам не с чистым сердцем и открытой душой. А мы из-за своей доброты, отзывчивости и любви к ним этого не замечаем. А они, находясь возле нас, не радуются за наши достижения, успехи и приятные события, а только создают видимость, а в этот момент испытывают зависть, злость, а эти чувства притягивают к нам определенный негатив. Мы, не подозревая ни о чем, продолжаем приходить к ним с теми ситуациями, которые у нас происходят, а взамен получаем большое количество негатива, которое со временем настолько окружает нас, что начинает разрушать все вокруг. И наша жизнь ни с того ни с сего начинает наполняться неприятными событиями и приобретает темные краски. Дело в том, что зависть – это очень страшное и разрушительное чувство, и его не всегда может контролировать даже человек, который не хочет вам ничего плохого. А злые люди, испытывая это чувство, способны, если ваше защитное поле слабее, чем их, отбирать у вас вот эти положительные моменты. Это касается и вашего счастья, ваших денег, удачи, благополучия и так далее. Поэтому не рискуйте и не рассказывайте о том, что происходит в вашей жизни. Ведь окружающим вас людям и даже самым близким друзьям не всегда нужно знать, что у вас делается на данном этапе в жизни, что вы хотите изменить или что вы хотите осуществить. Поэтому, когда вы хвастаетесь деньгами, вы имеете возможность остаться без них. Ведь в этот момент другой человек начинает вам завидовать. Возможно, даже на подсознательном уровне. Возможно, это он делает неосознанно. Таким образом, он отталкивает уже от вас денежную энергию и ставит этим сильным негативным выбросом между вами блокировку. И вы, возможно, много работаете и пытаетесь что-то изменить в своей жизни, вы не сможете этого сделать, так как вход денежной энергии к вам, к сожалению, будет перекрыт. То, что происходит с вашим финансовым положением, должны знать только вы. Если у вас деньги, благодарите за это и не распространяйтесь, чтобы потом не думать, что же вам делать. Свои планы всегда держите в секрете. О них должны знать только ваша семья, и то, если вы ей доверяете. Ведь не раз каждый из нас, наверное, замечал, что стоит только поделиться своими планами, как начинают происходить всевозможные непредвиденные ситуации, и получить должный результат уже не получается. Это происходит потому, что на энергетическом уровне происходит вмешательство в вашу жизнь. И это все приводит к определенным изменениям. А если ваши планы вызовут у кого-то желание оказаться на вашем месте в этот момент, то это перекроет поступление всех энергий в вашу жизнь. И с таким посылом вы обретаете множество неприятных ситуаций, от которых вам будет тяжело избавиться на протяжении долгого времени. Поэтому, если вы что-то надумали делать или менять, делайте это молча. Все, кому нужно будет результат, они сами увидят. Но когда уже это свершится, произойдет, тем самым это не принесет вам никакого вреда.
Помните о том, что ваша семейная жизнь должна быть под запретом. Никто не должен ничего о ней знать и уж тем более что-то вам советовать. Помните, это только ваша жизнь, и принимать любые решения в ней вы должны только сами. Есть даже такое выражение: хочешь остаться без семьи, расскажи о ней кому-либо. Ведь советы, которые вам будут озвучивать, могут быть направлены на то, чтобы вы остались без пары, так как кто-то либо захочет отобрать то, что у вас есть, либо ему будет хорошо, что у вас так все сложилось. А еще и то, что вы кого-то близко подпускаете к вашей семье, нарушит энергетику, принесет вам определенные проблемы, скандалы, выяснение отношений. А если у вас уже имеются проблемы, то это приведет и к разрыву отношений или даже разводу. Поэтому не забывайте, что ваша семья – это крепость, которая должна быть неприступна для других, и вы должны оберегать ее. А то, что у вас на данном этапе в ней происходит, должно остаться за ее стенками. Так, вы себя обезопасите от сильных проблем, которые исправить не всегда, конечно, предоставляется возможным. Также не нужно рассказывать и о своих добрых делах, которые вы совершили или которые вы совершали. То, что вы сделали для кого-то или тем, что помогли какому-то человеку, вы тем самым привлекли уже к себе сильную положительную энергию. А как только начали об этом говорить или в этот момент сделали это для того, чтобы вас кто-то похвалил, вы тем самым сразу оттолкнули эту положительную энергию от себя. Поэтому, если вы что-то для кого-то сделали и сделали это от чистого сердца, сразу перестаньте об этом думать. Все ценные поступки всегда совершаются тихо, а поступки, которые озвучиваются, делаются для окружающих людей и для того, чтобы вас похвалили. Вы знаете, это все очень простые правила, но если вы их будете соблюдать в своей жизни, вы действительно сможете обезопасить себя от различного рода неприятностей, уберечь то, что имеете на данном этапе, и добиться того, что вы желаете, без вмешательства со стороны. Старайтесь вообще о своих каких-либо достижениях, о своих радостях, особенно все, что касается работы, вашей карьеры, зарплаты, никому не рассказывать. Дело в том, что даже ваши самые лучшие друзья, знакомые, с которыми вы отмечаете дни рождения, крестины, ходите на всевозможные мероприятия, не всегда значит, что эти люди всегда морально с вами. Возможно, они с вами, чтобы понять, как же у вас получилось достигнуть тех или иных результатов. И когда они, как они считают, они это поймут, они начнут на энергетическом уровне у вас забирать, в какой-то степени даже красть. Да, казалось бы, а как так возможно? Но вы знаете, все сначала проецируется у нас с вами на энергетическом уровне, и потом уже поступает в наш материальный мир. Поэтому очень важно, чтобы вы поменьше рассказывали о том, что у вас есть в жизни. То же самое касается и вашего дома или квартиры. Не нужно приводить всех и вся в свой дом или в квартиру. Даже если вы знаете, что у вас 100% гарантия того, что у вас всегда все хорошо. Вы должны понять, что всегда, если есть люди, которые есть вокруг вас, и которые очень часто к вам приходят, при этом очень часто так приходят, знаете, это неспроста. Почему? Потому что когда люди заняты чем-то, у них нет времени посещать вас или кого-либо другого почти каждый день, рассказывать какие-то сплетни и так далее. Потому что когда люди заняты своей работой, своей семьей, своими какими-то делами, им не до других. Да, им интересно вместе отметить день рождения в своей хорошей компании, где все понимают, где все находятся на одной созидательной волне. Но когда к вам начинают приходить, будьте осторожны.
Также смотрите за теми, кто приходит в ваш дом, с чем он приходит, с какими мыслями. Старайтесь, чтобы поменьше было негатива. Очень здорово сейчас, что у нас есть рестораны, кафе, где мы можем встретиться и обсудить, начиная от проблем, заканчивая всем тем, что несет негатив. И самое интересное, вот этот негатив, то, что вы с кем-либо обсуждаете, вы оставите там, а не у себя дома. Обращаем внимание, что когда к вам приходят подруги, знакомые, родственники, приходят вам, садятся за стол, к вам домой и рассказывают о своих проблемах, таким образом вот этот негатив они оставляют у вас в квартире, у вас в доме. И он постепенно накапливается. И к чему это приводит? К не очень хорошим событиям. Поэтому, чтобы такого не было, не стремитесь приводить всех к себе домой, чтобы послушать весь любой негатив. И для этого есть кафешки, рестораны, заодно можете сами сменить немножечко обстановочку и обсудить. Поэтому возьмите этот совет за основные правила. Если вы хотите что-то посудить или получить чей-то совет, то вы должны понимать, что у вас есть семья, и вы можете к ней прийти и говорить с ней на любые темы. И о всем том, что происходит у вас, это вреда не принесет никакого. И старайтесь вообще всегда обдумывать все свои поступки, все свои действия. И тогда вам не придется ни о чем жалеть и думать, как же решить сложившуюся ситуацию. Потому что часто бывает так. Человек, который вам завидует, который злится, что у вас все хорошо, он доводит до того состояния, что у вас начинаются проблемы. И этот человек, когда вам плохо, он просто исчезает. А вы остаетесь сами со своими проблемами и бедами. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале выходит много полезной, важной, нужной, интересной информации. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше понравилось. И смотрите, там много полезной, важной, нужной, интересной для вас информации. Всех желаем вам благ и услышимся уже в следующем видео.